Друзья, всем привет! Продолжаем наше знакомство с историей монстров Командос в комиксах DC. Здесь мы также следим за командой, которая была впервые представлена в Weird War Tales. Видео про все появления в данной серии уже можете глянуть на канале, а также затронем историю Франкенштейна, но слегка. Напомню, что классическую команду придумал Джон Марк де Матеис и Пэт Бродерик. Формат обзора с элементами видеокомикса помогает охватить больше историй, поэтому если вам такое интересно, то поддержите комментарием и обязательно поделитесь видео в социальных сетях. Меня зовут Мортен. Пора начинать. Creature Commandos под номером 1. История «Копье молчания». Пишет Тимоти Труман, а рисует Скотт Итон, как и все остальные 7 выпусков. Давайте начнем с того, что события данной истории происходят на Земле 85. Туда частично сваливали те или иные события, которые не стыковались с основной Новой Землей. Много ребутовок. Не хочется читать много ребутовок. Но приходится читать эти ребутовы ваши, а? Потому что иначе ничего не поймешь, это же DC. Ну вот так. Ну окей, не льем воду, погнали к сути. События комикса начинаются на пустынной планете Терра Аркана. Как сам комикс проговаривает, это другое место, другая вселенная, другое измерение. Среди антагонистов у нас Хиятис, Саймон Магус, Тазала и Лорд Сатурна. Примечательно, что только Тазала, королева пчел, является творением Трумана и Итона. Хиятис, Сатурна и Саймон Магус появлялись на страницах Justice League of America. Их даже объединяет конкретно 48-й выпуск 1966 года, хотя по факту это перепечать старых историй. Сатурн и Саймон впервые же появились в истории «Тайны зловещих колдунов» в Justice League of America под номером 2. Сами они из «Сказочного мира» или же «Гримворлда». По крайней мере, выпуск так нам сообщает. Отмечу, что король троллей из этого выпуска также появится в серии монстров. В Justice League of America 3 Хиятис была частью истории «Космический корабль работорговцев». По сюжету Канджер Ро просит Лигу Справедливости, что в безысходном положении помочь ему одолеть врагов. Саяр, который теперь здесь Сайвор, также присутствует в выпуске монстров, а Кром, как сообщит сам Сатурна по прибытии, погиб. Теперь же на службе его сын Кром II. У лорда Сатурна невероятная армия из ужаснейших монстров, огров, троллей, но исходя из информации, что мы узнали ранее, то это не так и удивительно, однако его морда с тех самых времен приобрела, синий цвет, и теперь он представляет собой Волан-де-Морта задолго до появления Ральфа Файнса на экранах. Хиятис, кстати, умирает от рук Тазалы, особо мне и добавить здесь нечего. В чем же цель Сатурна? Раскрывая кратко, то... он завоевывал планеты, но так как он больше парился за свой имидж, нежели чем за реальный результат, то это и стало причиной его кончины в дальнейшем. К 6-му выпуску расскажу поподробнее. Также важно запомнить, есть здесь некая дама, что отправляет координаты, которые приходят аккурат в центр, где базируются монстры Командос. Ее личность раскроется уже весьма скоро. Кстати, насчет наших старых приятелей. Начнем с того, что в команде есть новичок Мумия Атен, который работает в качестве связиста. Во-вторых, профессор Мазурский здесь раскрывается в большей степени, но туда ли его ведут? В его лаборатории можно заметить, кстати, огромное количество интересностей на хоррор-тематику, и он даже произносит следующую фразу. «Я ждал этого момента много лет. Белла Лаборис. Много-много лет. Давай разбудим его». Белла Лаборис. Это, если я верно понимаю, отсылочка аж на троих. Белла — это Белла Лугоши, сыгравший Дракулу в 1931 году. Ла — это, скорее всего, Ларри Талбот, Человек-волк из фильма 1941 года. И Борис — это Борис Карлов, сыгравший и чудовище Франкенштейна, и мумию в различных лентах все тех же Universal. Теперь его одержимость экспериментами, как и источники вдохновения, стали куда более понятными. Кого же пробуждает Мазурский? Давайте знакомиться заново. Это Ганнер Маккей, один из команды лузеров, которых мы могли видеть в 3-м выпуске «Кризиса на бесконечных землях», где он и погиб.
Кстати, в том же году, когда выходил 3-й выпуск «Кризиса на бесконечных землях», спустя месяц вышел спешл, где более подробно раскрыли последние минуты Ганнера и его команды. Но сейчас не об этом. Пробудившись, естественно, Маккей громит лабораторию, ловит флешбеки, а Мазурский тем временем просто с интересом наблюдает за происходящим. Чтобы успокоить новобранца, скажем так, прибывают монстры Командос, и здесь у нас уже знакомые нам Тейлор, Гриффит и Велькора. Однако, как вы можете заметить, их внешний вид также претерпел, небольшие изменения, скажем так, да? Тейлор стал чем-то вроде Халка. Гриффит же похож на Виктора Крида из Марвел, а вот Велькора, кто он, да? Красный дьявол теперь, да? Вот черт его разбери. Среди прочего, у нас тут новичок, Богмен, который представляет из себя гуманоида-амфибию по типу жабра-человека из фильма «Тварь из Черной лагуны». Реакция Ганнера, кстати, на появление монстров весьма понятная. «Они монстры. Нужно оружие. Должен найти». И его рука в этот момент превращается в футуристичную пушку. Да, они сражаются, но Тейлор успевает перехватить Ганнера и остановить. К слову, здесь лоскутник, Эллиот Тейлор, говорит, то есть ему уже успели восстановить голосовые связки. Обездвиженный Маккей же тем временем становится объектом внимания Велькора, который хочет, скажем так, получить расплату за то, что он пытался убить монстров. Но в дело вмешивается еще один новый участник команды, капитан Люциус Хантер. Человеческая персона, которая пришла на замену лейтенанта Мэтью Шрива в данной лимитке. И он занятный. Если бы Ганнер убил Богмана, то капитан лично бы пристрелил новичка, потому что трогать его людей здесь нельзя. За монстров и двор стреляю в упор. Хантер же просит команду собирать свои манатки, ведь им предстоит задание. Медуза кого-то нашла. Теперь им предстоит отправиться на отправленные координаты. И да, получается, что та синяя барышня и была Медузой. И жизнь ее, видимо, знатно потрепала. Мазурский, осознав, что надо исправлять оплошность с Ганнером, чуть-чуть подправляет настройки имплантов, и все плюс-минус становится нормальным. Если слово «нормально» здесь вообще уместно, конечно. И да, теперь Ганнер — часть монстров Командос. Крича Командос под номером 2. История «Отсюда до небес. Один шрам». Во втором выпуске к пачке ранее представленных антагонистов присоединяется король троллей, Эксотар и Краат-завоеватель. В очередной раз персонаж в рамках этой серии получает какой-то невероятный редизайн. Далее будем идти уже по важным событиям. Во-первых, Медузу раскрыли. Наверное, стоит сразу оговориться, что да, у Миры, а в рамках этой серии она и стала Мирой, и перестала быть мирной, отсутствуют ее змеиные локоны, как кажется на первый взгляд. Мы вернемся к этому обязательно, но чуть-чуть попозже. А кожа стала змеиной. Пробившись к некоему порталу, она перемещается к своему отряду. Здесь же мы узнаем о планах лорда Сатурны. С его слов, все измерения пали, кроме Земли. Как же без этого, да? Вот теперь их целью будет конкретно же, да, вот являться то самое, что осталось нетронутым, а вот именно Земля. Никогда такого не было, и вот опять. Возвращаемся к монстрам. Хантер и Ганнер же беседуют. Капитан пытается убедить пацана, что тот погиб, причем еще в 1945 году, но Маккей отказывается в это верить, потому что, он же вот сейчас стоит на ногах, да? Значит, он жив. Логика железная. Профессор Мазурский в этом выпуске все больше и больше мне напоминает такого злобного гения-наблюдателя, да, которому нравятся острые ситуации, связанные с его творениями. Занятно, но странно. Впоследствии капитан Хантер все-таки добивается своего. Ганнер начинает понимать, что да, его пересоздали, а часть его мозга заменили на мини-компик. И здесь важным является флешбэк. Когда отряд лузеров погиб, вскоре появились монстры Командос, зачистили пляж, и Дог Мазурский решил, что Ганнер все еще может послужить. В рамках проекта М его собрали заново, а то, что не смогли найти, просто заменили на какие-то другие запчасти. И да, остальной отряд спасти не удалось. Пытались годами, и лишь один Маккей из всех оказался успешным проектом.
Ганнеру остается все это только принять. Пока Велькора косплеит Дэдпула, Миру отправляют в лазарет. Она отлично послужила своей команде. Здесь же капитан зарабатывает еще больше очков симпатии. Для начала мы допросим Миру, выясним, что происходит, а после решим. Я не поведу командос куда-то, пока мы не выясним, куда мы идем. Тем временем на них нападают на их же базе. Через тот самый портал проходит армия лорда Сатурна. Creature Commandos под номером 3. История «Мертвая точка», глубока, как смерть. Среди важных событий этого выпуска — это смерть короля троллей от рук Велькора. Также Ганнер наконец-то принимает свою суть, но все еще отказывается быть частью монстров Командос. Хотя он уже часть этой большой, уродливой, как задница семьи, со слов капитана. В итоге они отбиваются от волны этих тварей. К слову, Маккей спасает раненого Дока Мазурски, который позднее сам себя будет подшивать, скажем так. Также мы узнаем, что капитану Хантеру уже 74 года, и профессор неоднократно подшивал его самого. Теперь же монстры Командос планируют найти и уничтожить врага, что напал на них вот как в старые добрые времена. Насчет антагонистов Тазала и Магус договариваются с появившимся еще во втором выпуске каким-то корпоративным мужичком, с которым они, скажем так, договорились. Они будут снабжать вот это вот подразделение Star Industries с завоеванными планетами. Ресурсы есть ресурсы. И вот это будет происходить за спиной самого лорда Сатурна. Ему, как я отмечал ранее, уже, как-то по барабану, если речь не идет о его имидже. Creature Commandos под номером 4. История «Прячься, ведьма, прячься». Команда отправляется на Терру Аркана, что мы видели в первом выпуске, и события в целом происходят тут. Рассчитывать на оверважные события здесь не приходится. Отмечу лишь что. Во-первых, страница, где Элиот, глядя на женщину с ребенком, начинает ловить флешбеки о своей прошлой жизни, после чего его пробивает на слезу. Во-вторых, Ганнер постепенно знакомится с командой. В-третьих, они встречают местную версию Конана Варвара. Его зовут Кло Непокоренный. Кто такой Кло Непокоренный? Зовут его Валкан, он герой Питарии, то есть питерианец. Называют его Кло, то есть коготь, из-за деформированной правой руки. Так-то он не злодей, если что. О нем можно почитать в одноименной серии Кло The Unconquered, 2 тома, 18 выпусков, а также в мини-серии Time Masters Vanishing Point. Хроники возвращения Брюса Уэйна с точки зрения команды из Бустера Голда, Рипа Хантера, Хэлла Джордана и Супермена аккурат после финального кризиса. И не могу не отметить лимитку от Wildstorm Productions под названием «Красная Соня» и «Кло». Тут, я думаю, все и так ясно. Creature Commandos под номером 5. История под названием «Когда Земля вновь придет в движение». Крайне важный выпуск, так как здесь у нас дополняется Origin Велькора. Как я уже упоминал ранее, события происходят на Земле 85, куда сваливают те или иные истории, которые не особо-то стыкуются с основным версом. В случае Винсента ситуация обстоит таким образом. У Велькора было редкое заболевание крови, неизлечимое и фатальное. Он согласился стать частью проекта М, где попал в руки доктора Мазурски, и тот его просто вылечил, он превратил его в вампира. Вероятно, он также избил сержанта или кого-то там еще, за что попал под стражу. Но в этот раз он будто бы выступает за эксперимент, чтобы излечиться, а не для того, чтобы получить освобождение от своего длительного срока. А я напомню, что ему грозило около 30 лет тюряги. Это если говорить про Weird War Tales. В остальном же это все та же пустыня, кроме захвата в плен Велькора и Ганнера. Creature Commandos под номером 6. История «Последняя стена замка». План Магуса и Тазалы масштабируется. Сатурн и его союзники могут дать вам лишь территории. Магус и я можем дать вам целые планеты. И корпоративник уточняет, мол, такс, окей. Мы же говорим о полноценной покупке, да? И ответ положительный. Взамен они получают доступ к межпространственным вратам и невероятному складу оружия, что позволит экипировать каждого, кто находится в подчинении этой двойки прохвостов. Монстры Командос тем временем все так же на Терре Аркане.
Они постепенно все ближе и ближе подбираются к замку Сатурны. В плену у Кло, Ганнер и Велькора, немного заняты. Из примечательного здесь то, что Винсент, испив крови, отрастил себе полноценные крылья, чего ранее я не замечал. Вероятно, именно так изменили его первоначальную способность превращаться в летучую мышь. К отряду, что противостоит Сатурне, присоединяется Атанис, гном-мудрец, а вместе с ним его, гномы. Кричи Командос под номером 7. История «Оборотная сторона жизни». Еще один важный выпуск, так как он сильно меняет оригин Медузы. Если первоначально она стала жертвой расстроенных монстров Командос, что опрокинули химикаты, которые она потом вдохнула и по итогу стала Медузой, как она есть, то есть буквально схожей со знаменитой Горгоной, то здесь у нас все иначе. Мира была на службе в армии, и, по всей видимости, она охраняла, некое консульство. Здание взрывается, а после она попадает в руки доктора Мазурски. Проект М подписывает соглашение. И да, я же говорил, что мы к этому вернемся. В этом выпуске конкретно нам демонстрируют, что ее волосы все те же змеи. Кричи Командос под номером 8. История — военный фильм. Во-первых, отмечу, что Мазурский будто все сильнее сходит с ума, разговаривает со своей игрушкой Борисом и говорит, что ему не нравится, когда его монстры на задании, потому что ему скучно и одиноко, и ему надо бы создать еще друзей. Из важного в этом выпуске. Лорд Сатурна убит Тазалой, о предательстве которой мы уже говорили. Она вместе с Магусом давно планировала все это. Но что же дальше? Магус убивает Тазалу. Порочный круг какой-то. Все заканчивается весьма благополучно. Замок спасен, злодеи наказаны, а герои уходят на поиски новых приключений. Из забавного. Ничего себе. Герои, сэр? В смысле, типа Лига Справедливости? Слушайте, я всегда удивлялся. Как вы думаете, а у них полно всяких бесплатных штук? У Лиги Справедливости. Знаете, теннисная обувка, арахисовое масло, трусишки. Типа такого. Ворон? Да, Ганнер. А кто такие Лига Справедливости? Вы двое заткнитесь, пока мы из-за вас не огребли. Серия, если честно, мне не зашла, она просто есть и все. Да, присутствуют интересные изменения по типу Велькора, который теперь не превращается в летучую мышь, а именно что отращивает крылья, и характер Гриффита. Оборотень перестал быть таким тщедушным, как раньше. Да и, впрочем, он уже больше похож на зверя из иксов. На самом деле, как-то много визуально схожих моментов с иксами, не находите? Оставлю вопрос на ваше размышление, а нам пора двигаться дальше. Эта же неканоничная команда появилась однажды в 180-м выпуске Супермена. Это небольшая приятная отсылочка, но не более того. Однако вам, наверное, стало интересно, раз уж эта история была не каноном, то что же стало в каноне? Ответ на это, на удивление, есть. События происходят уже после бесконечного кризиса. В Action Comics под номером 868 на корабле Брейниака можно заметить монстров Командос в коллекции Врилдокса. Думаю, что их судьба вполне понятна, да? Он их нашел в космосе и поместил в стазис. Если вы вдруг забыли, что случилось с монстрами Командос, то их отправили в космос, потому что их обвинили в злоупотреблении своей гуманности. Как есть. Action Comics 872. История «Новый Криптон». Часть 7 из 10. Брейниак жив. Из примечательного здесь то, что в выпуске причина отправления оригинальных монстров Командос в глубокий космос заключается в бунте. Обычном бунте. В один момент, когда Супергерл, Супермен и родители Кары, Зорел и Алура Инзе, были на корабле Брейниака, капсулы со всеми стазисными были разблокированы, что освободило монстров Командос. Отряд вместе с лейтенантом Шривом, к удивлению, оказывается окружен защитной системой корабля Врилдокса, и вместе они противостоят новой угрозе. Безусловно, наличие Мэтью вместе с командой куда логичнее, чем в очередной раз нам показать Роберта Каннигера, который с ними отправлялся. Это автор, который писал «Монстров Командос» под конец до самого закрытия.
Поэтому к этому вопросов здесь уже не имеем. Да и в целом, если честно, приятно взглянуть на уже привычный взгляду вид команды. В разгар битвы что-то их забирает с поля боя. Супермен 692. История, время простое. И оказывается, что забрал их Сэм Лейн. Да, правительство США завладело монстрами Командос, и эта история, если честно, будто ни к чему особо не привела. Но Justice League Generation Lost под номером 15. История завтра — это сегодня, часть ивента «Светлейший день». Монстры Командос на этот и следующий выпуски выступают антагонистами. В данном комиксе они появились под самый конец на финальной странице. В составе команды у нас Сатен, Богмен, G.I. Робот, Медуза, Лоскутник, Велькора и Гриффит. Отмечу, что в этот раз команда вновь сменила свой дизайн, и справедливости ради такой вид им к лицу, особенно Медузе. Предположу, что в этот раз учли и не канон-команду, и старую команду, и просто смешали все в одном котле. Они нападают на штаб Интернациональной Лиги Справедливости, в составе которой Третий Синий Жук, Бустер Голд, Капитан Атом, Огонь, Лед и Рокет Ред. Гавриил Иванович. В процессе нападения ранили Огонь, Беатрис да Косту. Justice League Generation Lost под номером 16. История «Страшные монстры», часть ивента «Светлейший день». Капитан Атом в процессе битвы сообщает своим, что он их узнает. Ранее они были их солдатами, подразумевая, что когда-то монстры команды сработали на правительство и участвовали во Второй мировой войне. Причем комикс учитывает основное предназначение команды, которое нам рассказали в Weird War Tales 93 — противостоять нацистам, напугав их до чертиков. В этой истории Атен хоть как-то проявил себя, то есть, например, его бинты могут лечить, что он и сделал с Мирой. Велькора здесь уже, например, не красный, а весьма бледный, как вампир, а Бугмен обрел крайне странную то ли броню, то ли экзоскелет. Важно, что Лига просекла о том, что монстры находятся под контролем, а не действуют по своей воле, а значит, что освободить их вполне реально. Тем временем Синий Жук пытается спасти раненую Беатрис, которая находится в лазарете. Заметив, как Атен лечит своих соратников, он подхватывает мумию и уносит, а за ним следом направилась Медуза. У нее, я так понимаю, чуть расширили способности, поэтому она теперь может неким энергетическим всплеском вводить людей, в ступор. Я не знаю, какое слово лучше подобрать в данном случае, однако важно, чтобы человек видел этот всплеск. В конце выпуска выясняется, что под маской G.I. Робота скрывался Максвелл Лорд. Justice League Generation Lost под номером 17. История «Код Синий», часть ивента «Светлейший день». Во-первых, этот выпуск в очередной раз подтвердил мое мнение о том, что это какая-то смесь между двумя вариациями команды, так как Эллиот говорит, при битве с Бустером Голдом он приходит в себя и не понимает, где находится. Почему так произошло? С места действия исчез Максвелл Лорд, а вместе с этим весь отряд проснулся, скажем так. Однако есть кое-что интересное. Вы ничего не помните? Нет, капитан. Последнее, что помнит каждый из нас, это как мы прибыли на службу в Новый Кадмус. И мне следует отметить, что никто из нас так не выглядел. Мы были Другими. говорит Эллиот. Если сильно не углубляться, то данные проекта М, Кадмуса и наработки профессора Айва легли в основу Омак Прайм, детище Максвелла Лорда, который воскрес в рамках Светлейшего дня. Но мы же не об этом говорим, верно? Тем не менее, история старой команды на этом, в принципе, заканчивается. Теперь же давайте подбираться к более новому составу. Но, чтобы это сделать, нам надо немного отойти в сторону. Лимитка про Франкенштейна. Seven Soldiers of Victory. Франкенштейн под номером 1. История уродливо-мордой. Пишет Грант Моррисон, рисует Даг Манке. Сразу скажу, что мы здесь возьмем исключительно важные для видео события, иначе придется разбирать аж 30 выпусков, а это будет, думаю, крайне лишним.
в данном случае. Что же важно почерпнуть из этой истории? 1870 год. Мистер Мелмот выпускает на свободу орды неких зомбиподобных тварей на Франкенштейна. И да, в данном случае это уже тот самый Франкенштейн. Кто такой мистер Мелмот? Лидер расы Шида, их король, можно сказать, и бессмертный мудак. Это если совсем кратко. Появился впервые в выпуске Seven Soldiers, Кларион, под номером 2. После монстр отстреливает голову этого бессмертного, а та попадает на паровоз, который терпит крушение. Спустя года на этом месте образуется маленький городок. И вот на дворе 2005. В одной из школ есть парнишка, которого постоянно дразнят и называют уродливым мордом. Это приводит к катастрофичным последствиям, и все участники выпускного вечера по итогу погибают. Девушка, которая единственная относилась хорошо к этому мальчику, решает позвать на помощь, пока ее молодой человек жертвует собой в попытке уничтожить тех самых тварей. По пути из школы перед ней восстает Франкенштейн. Есть невыполненные задания для меня. Я слышу радио, телевидение, этот дивный новый мир, этот столь далекий век, и все еще так много зла. «Не подходи ко мне!» Электричество. Не бойся. Во имя ярости я к вашим услугам. И весь тот ужас, что принес уродливо морды, останавливает Франкенштейн. Раз и навсегда он сжигает здание вместе со всеми, кто мог распространять эту заразу. Кто останется, устранит лопатой. Мечом Михаила, пистолетом, это не важно. Девчушка хочет стать девушкой Франкенштейна, но ответ монстра не заставил себя долго ждать. Я должен в одиночку следовать своему пути. Найди свою родню. Скажи им, чтобы запасались оружием. Дыхание Армагеддона можно почувствовать за нашими спинами. Если те, кто именует себя Шида, пройдут этим путем, если вновь покажется длань темного Мелмота, передай им, что они по своей глупости разбудили возмездие в моем лице. Передай им, что я найду их. Молоты обрушатся им на головы, словно дождь. Передай им. Франкенштейн жив. Seven Soldiers of Victory, Франкенштейн под номером 2. История «Красные зомби». В этот раз события комикса переносят нас на Марс. Из важного. Мистер Мелмот собственной персоной раскрывает монстру правду. Если что, у него нет имени в данном случае, кроме как Франкенштейн. В 1816 году швейцарский ученый по имени Виктор Франкенштейн пришел к нему, к Мелмоту, ради поиска секрета жизни, где произошел обмен. Научные тайны на кровь бессмертного. Не молния породила жизнь твоей мертвой плоти. Моя кровь. Ты Грандимен, как и те неумираемые мертвецы из забойной топи и Лимботауна. Образец тяжелых работ. Речь здесь идет про Соломона Гранди из забойной топи. Кстати, весьма известный персонаж и зомби, соответственно. А говоря про Лимботаун, то речь здесь идет про Грандименов, которые появляются в Seven Soldiers of Victory Кларион. История заканчивается весьма плачевно для злодея. Seven Soldiers of Victory Франкенштейн под номером 3. История «Вода». Для нас это очень важный выпуск. Начнем с того, что Франкенштейн набредает на очередной маленький городок, жители которого страдают из-за воды. Страшной, жуткой воды. В моменте Франкенштейн встречается лицом к лицу с полчищем злобных грызунов, но шум винтов Боинга, тяжелого военно-транспортного вертолета, разрывает небеса. И спустился ангел. Невеста, четырехрукая, роковая дама, скажем так. И работает она на мрак. Это аббревиатура. Если переводить, то это что-то вроде сверхчеловеческой продвинутой оборонной директивы.
Образ невесты же тем временем напрямую в комиксах вдохновлялся образом актрисы Эльзы Ланчестер, что сыграла онную в фильме 1935 года «Невеста Франкенштейна». В диалоге этих неживых, как они себя предпочитают называть, мы узнаем новые детали, которые, если честно, попросту соответствуют готическому роману Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей» 1818 года, а в частности речь идет про концовку, где монстр уходит в далекие северные дали после смерти Создателя. Есть ли отличия? Безусловно. Во-первых, в том, что в романе Виктор уничтожает невесту, побоявшись, что он создаст еще одно существо, отягощенное злом. Здесь же она в порядке и весьма много путешествовала. Вы могли уже заметить, что у нее есть дополнительная пара рук, и виной всему оказывается некий красный мудрец, который промыл ей мозги, дал новые конечности и пытался выдать за реинкарнацию Кали, богини смерти, разрушения, ужаса. Во-вторых, монстр после тех событий уплыл в Америку, где его ожидало огромное количество приключений. В выпусках Seven Soldiers of Victory Frankenstein под номером 4, история Франкенштейн во волшебной стране, и Seven Soldiers of Victory под номером 1, история пальто Скряги. Жизненно важных деталей в копилку Франкенштейна я не нашел, поэтому эти выпуски мы в принципе пропустим. Отмечу лишь то, что монстр столкнулся лицом к лицу с Глорианой, женой Мелмота, королевой террора и лидером расы, известной как Шиды. После этих событий, где-то спустя неделю, Франкенштейн принимал участие в бесконечном и финальном кризисах. А после уже как член организации Шид лицом к лицу встретился с Соломоном Гранди. Данная история разворачивается до и во время темнейшей ночи в выпусках Соломон Гранди 5, 6 и 7, а также Супермен Бэтмен 66 и 67 выпуски. А далее у нас последняя вариация монстров Командос перед тем, как стартовала эра Нью-52. Flashpoint. Frankenstein and the Creatures of the Unknown. Выпуск 1. История «Странные военные истории», или же уже знакомые нам Weird War Tales. 1942 год. Северная Атлантика. Лейтенант Шриф вместе со своим отрядом исследует территорию. Они получили донесение, что здесь была обнаружена группа нацистских солдат, которая и застает врасплох весь отряд. Все, кроме Шрива, погибают, но его от верной смерти спасает пробудившийся Франкенштейн. Есть невыполненные задания для меня. Ах, я слышу радио. Да, о, дивный новый мир. Этот далекий век. И еще здесь так много зла. А где шествует зло, там жив Франкенштейн. Спустя год доктор Мазурский, да, тот самый, созывает Шрива и Франкенштейна и представляет проект М, который был в разработке давно, однако именно появление монстра дало огромный толчок к развитию. Все так же, как и в антологии Weird War Tales, отряд представляет собой живые архетипы человеческого страха. Мы уже можем заметить и Велькора, и Гриффита, но также здесь у нас первое появление Нины Мазурски. «Это же ваша дочь?» «Нина была... Она особенная. Она бы умерла, если бы не эксперимент, что изменил ее структуру. Суть. А эти две души, я чувствую, одному присуще зло, а у другого сердце нежное». Здесь, кстати, также есть изменения в ориджине персонажей. В данном случае Велькора был пойман на предательстве, из-за чего его признали виновным в госизмене, что и послужило причиной для добровольного участия в эксперименте. В этом случае его ждал бы смертный приговор. Уоррен Гриффит здесь не страдал ликантропией. Здесь совсем молодой парнишка, немного отслужив, получил серьезное ранение, что и стало причиной для участия в проекте М.
Лейтенант не очень рад тому, что бедные люди стали заложниками экспериментов, что превратили их в монстров, поэтому он резонно интересуется, что будет с ними после войны, на что доктор уверяет, все обратимо. Он бы не стал так рисковать, особенно своей дочерью, если бы все было перманентно. Тем не менее, отряду быть. К 1945-му они уже вовсю крошили нацистов где-то в Германии. Их главной задачей является поиск и устранение Гитлера, что им и удается. Франкенштейн, используя меч Михаила, превращает усики Адольфа в труху. Еще год спустя, в 1946 году, Метрополис. Шриф, помня о словах доктора, ждет от него действий. Ждет, пока Мазурский вернет монстров Командос к человеческому быту. Однако появляется Роберт Крейн, который сообщает, что весь отряд необходимо утилизировать. Нужды в нем нет. Проект закрыт. Франкенштейн не намерен просто так сдаваться, но и Крейна не промах, и тот призывает Джейка, GI-робота, с помощью которого помещает монстра в стазис. Спустя, что таить, 65 лет, в 2011 году Франкенштейн пробуждается от стазиса и после освобождает Велькора, Гриффита и Мазурски. Они выбираются на свободу уже в современный Метрополис. Видя, что Велькора находится в нехорошем состоянии и выяснив, что ему требуется некая плазма от доктора Мазурски, Нина предлагает найти одну из секретных лабораторий, которая оказывается в Готэме, в месте под названием «Забойная топь». Знакомо, правда? Если они не найдут способ утолить голод Винсента, то его вампирская часть возьмет верх и, будет ой как нехорошо. Тем временем в лаборатории, откуда сбежали монстры, Командос генерал Адам сообщает, что начинается охота на чудовищ, и для этого даже есть подходящий человек. И тут же нам показывают, как убивают Кирка Лэнгстрома, известного как Мэн-Бэт. И охотница в данном случае — это Миранда Шриф, внучка лейтенанта Шрива. Flashpoint. Frankenstein and the Creatures of the Unknown под номером 2. История «Наша армия на бойне». В данном выпуске нам показывают события, которые происходили еще очень много лет назад. Доктор Мазурский общается с Ниной, показывает ей карточки с разными животными, объектами, что-то вроде обучения. В настоящем же команда добралась до Топпи. В лаборатории весьма постаревший, но все еще живой Крейн занимается починкой GI-робота, приводит его в действие и... вуаля! Боевой робот готов к работе. А что же насчет Миранды? В ее разговоре с генералом Лейном выясняется, что ее борьба с монстрами Командос будет личной. И да, здесь произошла смена генералов. Адам сменился на Лейна, не удивляйтесь. Вернемся же к монстрам. Во-первых, нам тут дают еще одну деталь к истории Нины. Когда она была маленькой, со слов доктора, то ее легкие были не в порядке, после чего он начал экспериментировать с объединением генома человека и амфибии в попытке излечить свою дочку. И именно эта работа и привела к нему военных, что, как следствие, привело к созданию проекта М. В домике они нашли, кстати, скрытый лаз в лабораторию, что оказалось полностью затопленной. Франкенштейн и Нина отправились на разведку, а Велькора и Гриффит остались наверху. Но Миранда уже тут как тут. В самой лаборатории Франкенштейн и Нина обнаруживают некую карту, что указывает на Румынию. Теперь для поиска дальнейших ответов им необходимо отправиться именно туда. Наверху же Миранда раскидывает Велькора, пока Гриффит бьется с остальным отрядом. Появившийся Франкенштейн останавливает ее. «Вижу, яблочко упало далеко от яблони. Думаю, это Лейн послал вас. Твоему деду было бы стыдно за тебя, зная он, на кого ты работаешь. Пули не помогут вам остановить Франкенштейна». Пули не главное наше оружие. Они лишь отвлекают внимание. «Мы вновь встретились, железяка. На этот раз я еще посмотрю, как ты будешь раздавлен моим кожаным сапогом». «Исключено. Я не проиграю». И Франкенштейн бьется с GI-роботом.
Тем временем Миранда встречает Нину. «Зачем все это? Откуда столько ненависти к нам? Твой дедушка был нашим другом». «Мой дедушка был одержим вами. Он рыскал по миру, сформировал свой собственный отряд чудовищ, пытаясь вас спасти. Ты это знала? Но эти твари не были верными солдатами. Напротив, они были мразями. Он не смог ими управлять, и эти садисты отвернулись от него при первой же возможности». Заметьте, что в этом отряде уже знакомая нам Медуза, Мира Роудс, Соломон Гранди, Мэн-Бэт, которого Миранда уже успела убить в прошлом выпуске, и Алекс Саториус, Доктор Фосфорус, да. Оказывается, что эта версия злобных монстров Командос сожгла мать Миранды и убила Мэтью. Почему? Но это раскроется чуть-чуть попозже. В настоящем же Миранда стреляет в Нину, но Уоррен успевает прикрыть Мазурски с собой. Получает серебряную пулю, что в дальнейшем вызовет отравление организма. Будучи оборотнем, у него нет иммунитета, как у человека. Винсент же обезглавливает AGI-робота, тем самым спасая Франкенштейна, но они оказываются окружены. И на помощь приходит флешпоинт-версия невесты. Flashpoint. Frankenstein and the Creatures of the Unknown под номером 3. История «Наши пугающие силы». Комикс начинается флешбэком. 1940 год. Доктор Мазурски вводит Уоррену Гриффиту сыворотку. «Но вы же сможете превратить меня обратно, верно? Я имею в виду, вы же действительно сможете это сделать, да? Док?» «Конечно, сынок. Когда война закончится, мы все исправим, даю слово. А теперь попробуй расслабиться. Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую холод». Холод. Так холодно. И да, Нина наблюдала за всем процессом трансформации Уоррена в прошлом. Вероятно, поэтому она так сильно привязана к Гриффиту. Невеста тем временем также работает на организацию «Мрак». Ориджин в принципе не поменялся. Исходя из того, что мы слышали в Seven Soldiers of Victory Франкенштейн под номером 3, то история осталась, в целом-то той же, да? Но есть небольшое дополнение. Виделись Франкенштейн и невеста в последний раз именно в замке Виктора Франкенштейна. Тогда же монстр сбежал на Северный полюс, а невеста, очнувшись, пыталась найти своего муженька, но быстро потеряла надежду и начала собственный путь. Участвовала во Второй мировой войне, а после отправилась в Америку, где ее завербовала организация «Мрак». И невеста здесь как раз для этого — выполнять поручения. Война Амазонок и Атлантиды в самом разгаре, и нужны силы, чтобы оказать сопротивление происходящему. Монстры Командос нужны миру, но не напротив. Мало того, что Великора нужна помощь, так еще и Гриффит ранен. Нужно найти записи доктора Мазурски, его лаборатории, иначе все. Кожаное пальто из вампира и коврик из оборотня обеспечены. Невеста согласна. Она поможет им, но взамен они помогут и ей. А сам Франкенштейн вступит в мрак и будет мракоборцем, господи. Конечно, он не будет никаким мракоборцем, с Гарри Поттером это никак не связано, он будет членом организации «Мрак». Мало ли что. Он будет действовать под командованием своей чудесной женушки. Миранда, тем временем, не теряя возможности, сообщает невесте, что так или иначе, она все равно их найдет и все равно их убьет, вот что бы она ни делала. «Ох, глупышка, поклялась в верности человеку, что убил всю твою семью?» «О чем ты говоришь?» «Как ты думаешь, кто дал приказ убить твоего деда?» Лейн устал от всех проблем, что доставлял старик. Он подкупил этот новый боевой отряд чудовищ, Шерива, чтобы разобраться со стариком раз и навсегда. Конечно, эти ублюдки не могли себя контролировать. Вырезали всю твою семью, пока ты жалостно смотрела. И Миранда, конечно же, не верит ни единому слову, но внутри нее что-то все-таки ёкнуло. К слову, они берут Миранду с собой, как заложника. И время посетить Румынию. Генерал Лейн не теряет своего времени. Он знает о планах монстров и просит Роберта Крейна отправить следом за ними новый прототип — Джейка-2. По прибытии Франкенштейн чувствует зло, созданное человеком, и перед их взором ужасная картина.
сотни убитых чудовищ. Убитых прототипом. Сдавайтесь, металюди. Выполняю полное уничтожение монстров. Франкенштейн и невеста вступают в бой, пока Нина и Миранда пытаются дойти до замка. По пути Мазурский находит тела, таких же, как и она. Монстров, амфибий, и у ворот ее встречает некто, обмотанный словно мумия. Доктор Мазурский все еще жив. Он дает нам важное объяснение происходящего. 1935 год. Он был молодым ученым, которому едва за 30. Сейчас ему, кстати, получается около 80 лет. До вояк, с которыми он уже начал сотрудничество, дошли слухи, что в Румынии есть скрытая деревенька, в которой хранятся невероятные тайны. И тайна-то заключалась в том, что это была деревенька монстров. Оборотни, вампиры, амфибии. И они не были враждебно настроены. Напротив, они помогли Мазурски, вылечили. И вот если бы солдаты, с которыми доктор пришел, не атаковали бы их, то все бы выжили. Ну, как бы зло за зло. Доктор прожил там несколько месяцев. Население полностью доверяло Мазурски, и они позволили ему взять пробы своей крови для научных целей. И здесь же раскрывается, что тот флешбэк Нины оказался ложью. Она никогда не была человеком. Доктор забрал ее, приютил, удочерил. А все потому, что он был так одинок, что не мог позволить ей остаться здесь. Тем временем Франкенштейн и невеста продолжают биться с GI-роботом. Казалось бы, что надежды уже не осталось, но Винсент начинает кромсать робота. Воспламеняется, попав под солнечные лучи. И да, это отличается от того, что мы уже знали ранее, так как во времена линейки Weird War Tales он вполне спокойно разгуливал средь бела дня. Джейк 2, кстати, побежден. В очередной раз благодаря вампирскому вмешательству Велькора погибает, превращаясь в пепел. В замке доктор смог обратить Уоррена в человека и тем самым спас его от отравления серебром. После чего Гриффит и Нина решают остаться в этом маленьком поселении. Им надоело убегать. В конце выпуска Франкенштейн, невеста и Миранда Шриф отправляются в Европу на новую войну. И, в принципе, история Франкенштейна на этом заканчивается. Как, впрочем, и заканчивается история монстров Командос. Далее уже новый мир, новая старая команда и новые приключения. Вообще, с этой лимиткой на 3 выпуска Джефф Лемир сделал себе, можно так сказать, плацдарм для работы, ведь именно он будет писать первую основную историю в ангоинге «Франкенштейн Agent of Shade». Но разберем ли мы их когда-нибудь на канале, кто знает. Можем это сделать в рамках формата ретроспектива, а можем и сделать старый добрый видеокомикс. Ну, все зависит от вашей активности. Решайте, какой формат вам по душе, а там видно будет. В совокупности могу лишь сказать, что помотала их нелегкая DC-шная вселенная, но сейчас они более-менее устаканились. Мне, конечно, все еще ближе старая версия команды, но и новая, особенно Flashpoint-версия, неплоха. Также есть прекрасная лимитка Дэвида Достомолчана, которая выходит сейчас. В скором времени она появится на Бусти. Можно будет посмотреть. Ну а пока что свое мнение об этих историях пишите по классике в комментарии. Также скажем отдельное спасибо следующим пользователям за поддержку канала на Бусти. Вот прямо сейчас их имена вы можете увидеть на экране. Отдельное спасибо пользователям Шинджи, Манцел, Атроцитус и Дискорд. Вы также можете подписаться на Бусти, где получаете ранний доступ к видео и не только. Поддержать канал можно не только подпиской, но и посредством прямого доната на Бусти и Donation Alert с QR-кода на экране. Но помните, чтобы все это не вредило вашему кошельку и не противоречило прямому желанию. Все ссылки в описании. Напоследок напомню, что у меня есть телеграм-канал с новостями и анонсами, ВК-паблик, где я дублирую видео, ну а с вами был Мортом. Скоро услышимся.